смотрю, это из Беларуси. МСР. Ну, прикольно. Вот первый кусок труап, который увидел, полноценный. Я понимаю, так второй тоже от него. Пока граффити больше не нашел. Кроме вот листиков августа. Ну так что куски или труапы это пока единственное. Я думаю, что здесь появится. Второе нормальное граффити, которое я вижу. От того же парня. Тоже труап. Прикольное место. Граффити оформление с примесью стрит-арта. Вот она, местная граффити. Ну, пока чем-то напоминает Албанию. Это все растегано непонятными тегами. Ну, а что граффити очень мало пока. Как на первый взгляд. Надо будет, похоже, поискать его здесь. Такой вот магазинчик для художников в центре, в котором продается Black. Цена, к сожалению, не написана. Не знаю, может. Цену сейчас узнаем. Помимо Black еще есть маркера, ну Поска. Поска маркера меловые. Вот такие какие-то пейнты есть. Ну, тоже, по-моему, не очень. Акриловые маркеры, ну магазин больше для художников заточен, поэтому я думаю ничего такого прям нету для уличных. Ну что, цена приемлемая, 60 лир, на наши деньги это где-то 330 рублей, дешевле, чем у нас на складе. Так что походу в Турцию рисуем блэком. Помимо блока есть Белта, но Белта у нас совсем чуть-чуть. Такие вот цвета. И всего вот 15 банок, наверное, весь магаз. Ну, это просто клей. В общем, только Black. Но есть еще один магаз. Позже в него еще схожу, посмотрю там цены. Тяжелая, кстати. А я тут видел, знаешь, какого-то урванина, короче, этот, как он называют? Ну, в Париже, короче, этот. Эйдинг банки. Тут даже марбл есть, смотри, Монтана. И кобра есть. Маркерочки. Вот в этом магазине Кобра и Black по 70 лир, 420 рублей. Дороже на 10 Не лир. наш ценник. Так что идем в другой. Магазины рядом друг с другом. 5 минут идти. Вот это второй магазин. Как он там, Баяки Санат. Здесь Black.
по 300 с небольшим рублей, что-то около 340 выходит. Так что, кто приедет в Анталию, берите, если я оставлю вам. Интересно, это тот самый Аэрок или уже новое издание? Колючая проволока и мандарины. Чтоб не нарывали. Пока август лидирует. Уже 4-й его лист. Темновато, конечно, уже. Надеюсь, видно. Ну, такие что, цветные кусочки. 2018 год. '22 год, вот свежий совсем. 2015 год, смотри. Вот, видишь, этот чувак, он белорус написан. 22 год, походу, может, он даже здесь сейчас. Тоже 18 год висит. Прикольно. Вчера не заметил, здесь еще продают унипоинты по 330 рублей получается. И есть вот такие, ну это тоже акриловые, но вот унипоинт пушка. За 330 рублей хорошая цена вообще, дешевле, чем у нас. А Болтон оказался по 45 лир. Но, к сожалению, это все, что есть. Никитос забирает все. Moses stops. Это график, что? Она выбрасывается. Мозес, ты чего тут забыл? С Тимом пойду. В большинстве своем все рисуют в дворах, либо на всяких маленьких заброшках, благо здесь в центре их много. Здесь, конечно, куски вот на таких домах, но очень мало, и они очень маленького размера всегда. Не знаю, местные вообще любят рисовать маленькие куски. Не знаю, чем это обусловлено, либо экономией, хотя краска здесь вроде недорогая. Дешевле, чем у нас, это точно, почти на сотку, даже больше. Как бы рисовать блэком по цене Артона, по-моему, прекрасная идея. Но куски у них всегда маленькие, и их очень немного. Я думаю, что город туристический, поэтому особо никто не рисует на всяких вот таких прям домах в центре, потому что это сразу бафят, готовясь к сезону. Поэтому все стараются, наверное, делать какие-то полузаброшки, дворы и так далее. Ну так, в принципе, куски 8-го года видел. Это максимум, что из старого смог найти. Ну, по окраинам особо не шарился. Все больше в центре, потому что все туристы все равно идут сюда и рисуют здесь. Поэтому старался найти в центре, что нарисовано, но
Граффити в целом не очень много. Там тоже граффити, пойду посмотрю. Но город прикольный, рисовать можно. Правда, людей по ночам и в будние дни тоже немало. Многие кафе работают 24 часа, и они даже во дворах находятся. И поэтому такое. Копов еще очень много. Они ходят и пешими патрулями, и тут, как я понял, 3 вида полиции, или 4. Одна — это трафик, как я понимаю, транспортная полиция. Потом какая-то там забитая, или как там называется, это, я так понял, коммунальная. Ладно, это просто пару тегов. Коммунальная полиция, как я понял, которая, скорее всего, как раз таки и занимается больше граффити и вот всяким таким. Обычная полиция и еще охрана, которая тоже ходит с нашивками какими-то полицейскими. И их очень много, потому что много торговых центров. Многие вещи оставляют просто на улице, не убирая, они как бы висят. И это нужно все охранять. Хотя с воровством, я так понимаю, здесь туговато. И особо не воруют, потому что строгие наказания. Но копов очень много. Я тут одну будку приметил. Вот помню. Я тут одну будочку приметил в хорошем месте. И третью ночь не могу ее сделать. Потому что я прихожу. Там работает кафе 24 часа. Но я уже последние 2 ночи думаю, плевать, сделаю прямо при посетителях. Ничего страшного, там мне 5 минут надо на труап. Но вот все равно каждый раз прихожу, и каждый раз приходят копы. И что-то тоже. Вот вчера мы пришли и ждали, пока они уйдут, но они сидели в тачке, никуда не уезжали, пока мы не ушли. Вон там я смотрю, Urban Shop. Что там такое? Может, там краска даже продается. Тут у нас граффити оформление. Можно зайти посмотреть. Пойду схожу. В Урбане тут настоящий Урбан. В Урбан-шопе не оказалось ничего, кроме флисок и клетчатых рубашек. Ну и штанов с трафаретами граффити. Только локальные бренды. Распечатана большая фотография Fuck the Love от американских парней. Ганс и остальные. Ганса, я думаю, все знают. Говорю ему, крутое фото. Он говорит, yes, thank you. Я говорю, my friend. Вау, really. Смешно. Вот такой вот спот. С фонами из детских ладошек. Вот это, как я понял, местная команда. Потому что их больше всего. И вот этого парня теги неплохие по городу видел. Это что-то ядерное. Походу с флюры. В общем, красить можно, все условия есть, тепло, краска дешевая, стенки найти тоже можно, поэтому Анталия неплохой городок. Случайно неплохое местечко нашел. Парни из Белоруссии заняли. Атмосферное место.
Костя Август в старом городе неплохо отметился. Очень много его листиков видел в хороших местах. Не знаю, когда он здесь был, сколько они висят, но туркам вообще нравится стрит-арт. Поэтому вполне возможно, что уже долго висят, потому что некоторые испорченные уже, потеганные. Значит, полгода-год уже точно им есть, наверное. Угарно, что здесь везде растут мандарины в январе. Я не уже желтого цвета. И лимоны еще видел. Значит, наверное, апельсины растут. Так-то можно приезжать, нарывать и хавать, наверное. Только непонятно, когда они поспеют. Надо загуглить. Кошек здесь так же много, как в Стамбуле. И с ним все помогают. Все любят собак, от них отгоняют, кормят. Прикольно. Ну, тоже граффити. — 2017 года висят. Гуглил граффити в Анталии. Единственное, что смог найти, это заброшенный торговый центр на окраине города, который весь в кусках. Специально таксистам показали видео, где находится это место. Приехали сюда на такси на окраину, а торговый центр снесли. Так что граффити в Анталии будет поменьше. Екап Сингл. Не, местечко-то хорошее. Вот здесь большие вообще сделать было бы идеально. Вы хотите посмотреть, что там с той стороны? Да, я хочу все обойти, посмотреть. Сними меня. Не мы, смотри. 21. Москвичи. В принципе, можно интересоваться. Ну, мне кажется, здесь вот насрать вообще. Можно прямо сейчас вот стоять, раздуплять. А что, должно, нет? Конечно, мы с маслом туда. Или волны там. Здесь, короче, походу какая-то с берегом, видимо, штука. Я издалека чую, что и не видит. Наверное, он там. Не, там КФР Тажок, это тоже русские.
Бабки не проблема. Я помню вас. Да вот там нарисуем сейчас и все. Я просто снимаю, хожу. Ну недолго рисуем все равно, чтобы от греха подальше. Как-то храмца взять, да? Что? Взять храмца и просто делать огромные куски здесь. Вот здесь? Ну, на вылитых, конечно. Чтобы видно было всем. Акулу поймал, смотри. Смотри. Такое вот местечко у моря. Тоже Москва 2021, смотри. Тоже Москва. КРН 174. Москва 2021. Кебаб. Кебаб. Москвичи. Вот такой заплыл. Да. Нет, машина, аккуратно, машина. Да, СПБ. Помоги купить. Английского не знает. «2015 год. Центральная улица пешеходная. 18 год. Белорусы. 22 года свежие. Прикольно. По городу, кстати, много. Вот он на столбе городских камер, которые во все стороны. И вот это вот 360. Она крутится каждые там сколько-то минут по определенному маршруту, захватывая больше, ну, типа зон. Поначалу думал, может сидят там турки полицейские, типа смотрят. Ну, потому что тегаешь, когда на другую сторону смотрит, идешь, а она разворачивается к тебе и как бы будто за тобой следует. Я сначала даже подумал, может ночью, потому что никого нет, следили именно за нами. Но потом по городу погуляв, понял, что они все так крутятся, поэтому не пугайтесь. Не знаю, конечно, могут посмотреть в камеру, могут сидеть на камерах, как и везде. Но я думаю, что они работают просто на запись. И за граффити, если ничего жесткого делать не будете, никто следить за вами не будет.
Ну а так, конечно, отследить могут, потому что здесь очень много этих камер. Они прям на каждом углу почти, на значимых перекрестках, там во дворах есть, в старом городе. Поэтому обращайте внимание. Жареные каштаны, которые везде продают. Всем, наверное, интересно. Как они по вкусу? Нет, спасибо. Как они по вкусу? Просто какой-то запеченный картофель, как будто сладенький. Когда они хорошо зажаренные, они вкуснее, чем если вот не сильно пожаренные. Но ничего сверхъестественного, супер вкусного или что-то еще нет, а денег стоит, поэтому не знаю, не советую на любителя.